Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте всем. Так, кто у нас здесь? Феликс, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Игорь, здравствуй. Привет, друг. Рад вас всех видеть. Так, какая камера? Вот камера мне смотрит. Феликс, я вас послушал. Я вас на прошлом стриме послушал. Вы просили, чтобы был, как говорится, не просили, вы порекомендовали, вы посоветовали, чтобы было две камеры и установить так, чтобы одна камера была на рабочий стол, а вторая камера смотрела на меня. Вот. Так как если поставить две камеры, то экран переключается на две камеры, то на данный момент поставим стол в стороне, меня накрутим плане, а потом будем с этим играться. Итак, друзья, здравствуйте, добрый вечер. У Феликса доброе утро, добрый день. Мы сегодня будем готовить рыбный суп. Я обожаю супы. Вот. Но этот рыбный суп я готовлю первый раз. Так, скажите, пожалуйста, если меня слышно. Слышно? 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 Так, должно быть слышно. Должно быть слышно. Сейчас. Привет, друзья, всех, допустим. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно прекрасно. О, спасибо, Феликс, спасибо. Я вот сегодня пользуюсь микрофончиком для того, чтобы... Я вообще не очень люблю пользоваться микрофонами, вот, но когда такая съемка, что мне нужно быть динамичным, двигаться, то я предпочитаю, чтобы был микрофончик и чтобы было все хорошо слышно. Так, ну что, начнем? Начнем или еще немножко поздороваемся с теми, кто пришли, и начнем готовить. Так, у меня сегодня, я сказал, у меня сегодня рыбный суп. Рыбный суп будет молочный. Молочный рыбный суп, кремовый. Кремовый? Да, наверное, вот так. Вот, рыбный суп. Я, прежде чем выйти в эфир, я использовал афганский казан и приготовил рыбный бульон. Суп у нас будет из красной рыбы, семейства лососевых, там семга, лосось, там, у кого как она называется, ну какая именно есть. У меня будет красная рыба, семга. Вот. И Наташа, здравствуйте, Наташа, доброго дня, спасибо, что вы к нам присоединились. У меня с обоих сторон стоят, чтобы я немножко видел ваши сообщения, но если я буду пропускать, то вы, пожалуйста, не обижайтесь. Я постараюсь отвечать по мере возможности. Вот. Короче говоря, готовить суп из семги, это, конечно, дороговато, потому что семга у нас стоит недешево, но зато суповой набор от семги очень даже дешево и очень даже такого прекрасно его взять. Вот. Покупаешь рыбу, тебе сразу оттуда отделяют суповой набор, кости, там и такого голова, естественно. Вот. И я загрузил все это в афганский казан, залил 8 литров воды, у меня казан на 15 литров, залил 8 литров воды и около часу так хотел, чтобы бульон был наваристый. Так, Феликс, привет, вы приветствуете, окей. Вот, хотел, чтобы бульон был наваристый, и у меня получилось не одна, у меня получились две кастрюли. Так, видно? Вот, я бульон уже перелил, но это еще не готово. Это так, говорится, заготовки. А сейчас мы будем готовить овощи. Включим, во-первых, первым делом отправим вариться картошку, потому что картошка у нас будет готовиться дольше всего, поэтому мы начнем с картошки. Так. Кастрюльки у меня получилось две, поэтому резать я тоже буду сразу на две кастрюльки. Картошку режем на кубики, не слишком большие, но и не слишком маленькие. И чтобы было приятно в ложку помещалось. Вот такого вот. Вот. Смотрим. Вот таких вот размеров. Порежем пару картошечек. Вот. Кстати, у меня работает бот. Я обычно это сообщаю. Татьяна, здравствуйте. Ой, Татьяна Шиденко, давно я вас не видел. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, приятно вас видеть. Это такого, что я говорил? Что-то я говорил. Но сейчас мы вспомним.
Картошку мы режем кубиками. Ну, вот. Я начал говорить о том, что у меня Виктор, добрый день. Здравствуйте, что к нам присоединились. Здравствуйте, Виктор. Я начал говорить о том, что у меня работает, на моих стримах работает бот. Бот – это робот, который распознает определенные ваши слова, который запрограммирован на определенные слова, чтобы выдавать вашу ссылку. Если у вас, какая картошечка, если у вас есть свой канал и вы хотите его прорекламировать, то это можно сделать на моем стриме, это можно сделать. Вот, возможно, кому-то это будет интересно зайти, заглянуть, познакомиться. Вот, бот реагирует на слова мясо, рыба, шашлык, пиво. Рыба? Да, по-моему, рыба тоже. Шашлык, пиво 100%. Какая картошка попалась? Не очень хорошая. Видимо, она отдыхала на улице. Вот. Думал порезать картошку тоже кубиком заранее, до того, как начну стрим. Потом думаю, если я уже и это сделаю, то что будем делать в стриме? Просто будем варить и все. А так мы с вами будем общаться, а она будет тихо-тихо вариться. Вот. Как вы провели ваши праздники? У вас уже закончились праздники, вы вернулись на работу или вы еще празднуете? Вот. Это можно писать. Также можно также можно присоединиться ко мне и выйти в прямой эфир. Можно голосовой, можно только микрофоном, а можно еще и видео. И тогда вас все увидят. Вот, можно будет пообщаться в прямом эфире. Так, эта картошечка пойдет на 1, а это будем готовить на 2. Вот, потому что у нас получилось бульона много, а я их люблю. А сейчас, с тем, что я сейчас сижу дома и не работаю, точнее, работаю из дома, вот, и сижу дома, так я эти супы буду с удовольствием едать. Я вообще очень большой любитель супов. Виктор, как у вас там в Германии? Как вы справили Новый год? Я что-то не видел ваших роликов после новогодних. Так. Тишина. Татьяна, сыну у деда. Вот. Короче говоря, сейчас мы нарежем картошку, отправим ее быстренько уже вариться в кастрюле. И этим временем будем делать зажарку. У меня зажарка сегодня будет из лука с морковкой. И все это я буду заливать сливочным соусом. Да, хочу, чтобы на супчик получился сливочный. Так, давайте мы пока включим под нашими кастрюлями, чтобы они начинали греться, потому что бульончик уже остыл. Бульон я приготовил еще час назад. Думал раньше выйти в стрим, но в конце вышло так, что я немножко задержался и уже запланировал заранее так, чтобы быть готовым к нему. Так, окей, картошечку мы отправляем. Начинаем ее варить. Так, кто к нам пришел? Алла Рус, добрый вечер. Добрый вечер. Алла, спасибо, что вы к нам присоединились. Вот, а мы готовим рыбный суп, рыбный молочный суп. Вот, готовить я его готовил в афганском казане. Я делаю краткое содержание, как говорится, для тех, кто только подошел. Бульон я приготовил в афганском казане. Он быстренько там сварился, за час сварился. Хотел, чтобы он был такой наваристый. Вот. А сейчас мы забросим картошечку. Бульон я перелил в кастрюльки. У меня получилось 2 такие вот кастрюльки. Вот. Сейчас мы туда... бульон я варил. В бульон добавил сельдерей, добавил лук, морковку и лавровый лист. Ну, естественно, соль, перец. Вот. Но соль еще будем добавлять, потому что рыба такая вещь, что она соль, как говорится, много не впитывает, и очень много соли остается в самом бульоне. Поэтому нужно с солью очень осторожно. Вот. И, кроме того, что овощей у нас будет сегодня немного, поэтому с солью нужно быть очень осторожным, чтобы не пить. Так, давайте засыпем картошечку.
картошечку. Вот так. И сюда картошечку. Вот так. Это сюда. Это сюда. Пускай начинает вариться. Вот. Это мы готовим зажарку. Так, я не вижу ваших сообщений. Рыбный суп варю в алюминиевом для меня что-то новое. Рыбный суп что в алюминиевом? Рыбный суп варю, а молочный... молочный новый. Вот, у меня сейчас будет молочная зажарка для рыбного супа. И вот я тоже его делаю впервые. Я думаю, что получится, как минимум, получится интересно. Вот, надеюсь, что будет получится еще и вкусно. Вот, но, как говорится, не попробуем, не узнаем. Не попробуем, не узнаем. Так, это варится у нас зажарка. Зажарка. Начинаем с того, что мы накалываем немножко маслица. Нет, рано я. Вот видите, я начинаю переживать. Так, нам сначала нужен лук. Лук режем мелко, кубиками. Вот. Я уже рассказывал в своих других роликах, что я лук, когда режу мелко, кубиками, то я хвостики, вот хвостики не обрубаю. Я оставляю хвостик с одной стороны, вот, тогда они будут крепко держать сами луковицы, они не будут распадаться, и тогда намного удобнее и легче резать его кубиками. Так. Видите, он не распадается. Вот. И обрезаем его по максимуму. Вот так вот. Теперь еще одна. Так. Может быть, нам включить музыку, чтобы было фоном небольшая такая музыка. Я ее слышать, правда, не буду, вы ее будете слышать. Так, что нам пишет Алла? Алла нам пишет, что я пропустил. Вот, Алла вас приветствует. Алла, ой, это котик рыбный побежал. Котик? Нет, у меня котика нету. У меня собачка, если это вы со мной. Вот. У меня собачка, коки-спаниель, но она у меня рыбная. Она у меня кушает корм рыбный. Поэтому, как только мы готовим дома семгу, так у нее сразу уши, нос, все части тела настораживаются, говорят, что-то знакомое. Вот. Так. Окей. Лук. Еще пару штук. И отправим его загорать. Как есть один тоже ютубер, повар, говорит, картошку отправляем загорать. Вот. А мы будем обжаривать в масле. Вообще, я люблю использовать оливковое масло. Но для жарки иногда лучше использовать давка, именно не оливковое, потому что оливковое очень быстро, очень не использовать оливковое масло. Вот. Так. Нагреваем сковородку.
используем масло. Вот опять забыл. Я приготовил масло. Вчера готовил масло и обжаривал в масле чеснок. Хотел сделать масло, чтобы было с чесночным таким вкусом. Приготовил, оставил в стороне. И вот уже второй раз сегодня готовлю, да, что-то делаю, и второй раз забываю использовать это масло, проверить, какой будет эффект. Будет ли такой эффект. Вот. Я думаю, что должен быть. Так. Щек. И у нас еще один остался. Так, я так давно не ел настоящего украинского борща, что надеюсь скоро увидеть хотя бы у бабуси. У бабуси, да, можно увидеть украинский борщ. А вот я ел украинский борщ ровно год назад. В Украине. Вот, и там я и борщ, и вареники, и солянку. Вот. Так что для меня там была обжираловка. Для меня была просто обжираловка. Я как-то помню, как-то привез жену в Киев. Ну, я поехал туда по делам, и она приехала ко мне на выходные. Я там был 2 недели, она на выходные приехала ко мне. Вот. У нас тоже были праздники. И, короче говоря, мы нашли вареничную Катюша, по-моему, называется. Вареничная Катюша, по-моему, в Киеве. Это было наше было основное место такого провождения. Мы 2 дня оттуда не выходили. Мы там завтракали, обедали, ужинали, потому что, как оказалось, вареники можно и на завтрак, и на обед, и на ужин, еще и на десерт. Вот. Так что, а жена у меня любит вареники. Вот. И мы там 2 дня на эти вареники там ела. Так, морковочка, что у нас здесь? Варится. Так. Знаете, что самое интересное? У меня есть очень удобная терка. Такая, как мясорубка она делает, только она овощи трет. А я почему-то пользуюсь вот этим и железо такое стираю свои пальцы. Вот кажется, да? Зачем? Почему ты такое делаешь? Вот. А вот забываешь, как-то ленишься, не то, что ленишься, забываешь про то, что есть у тебя что-то удобнее, и используешь то, что есть. Так. Так, если кто-то желает присоединиться, выйти в эфир, вы мне ссылочку. Наверное, я сейчас дам ссылочку, потому что, может быть, вы пишете что-то, а я вас не вижу. Так, сейчас я вам дам ссылочку. Где она у меня? Вот она у меня. Опа. Опа, что я там сделал такое? Вот, это так. Ссылочка. И сюда. И поставить. Не вижу, далеко ставить. Вот, пожалуйста, ссылочка. Я ее покажу, чтобы вы знали, что ссылочка есть, и можно подняться. Любовь, добрый вечер, как бы поставить жирный лайк. Да, правильно, лайк можно ставить. Лайк можно ставить заочно, не заочно, а это как бы называется, авансом. Лайк можно поставить авансом. Вот. А то обычно после стримов забывают ставить лайки. Но это не важно, опять же, это лайк это больше для вас, чем для меня. Для меня это приятно увидеть, что людям понравилось, но на канал, в принципе, это не сильно влияет. Вот. Это больше влияет на то, какие ролики вам будет рекламировать и показывать YouTube. Чем больше, допустим, вы смотрите мои ролики и ставите лайки,
то чем чаще он будет знать, что нужно вам показывать эти ролики. И тогда вы не будете пропускать мои ролики. И это хорошо. Так. Так. Еще чуть-чуть. И давайте последнего. Так. Алла Ковальчук, добрый день. Здравствуйте, Алла. Алла, мы сегодня готовим рыбный суп. Молочный суп. Вот, точнее, рыбный суп со сливками. Ну, короче, как-то вот так вот он у нас будет. Вот. Бульон у нас уже сварился. Бульон я сделал заранее, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Бульон я сделал заранее. Так, соль. Лук нужно обязательно посолить, чтобы он давал больше соку сразу. Вот. Так. Вот, это что? Что такое? Опа. Так. А вы, девчонки, увидели красивую рыбу и все сюда. Молодцы. Правильно. О, пани Зося, здравствуйте. Так, а что это у нас стало? О, вот. Я уже испугался. Думаю, ничего себе. Плитка у меня. Так, 7. Вот. Зося, здравствуйте. Добрый день, Герман из Киева. Киев наш прекрасный. Сейчас ничуть в Киеве. А что такое? Что случилось? Просто ковид, но хлопот много. Ясно, ковид. Я, кстати, тоже, когда был в Киеве, заболел ковидом. Не просто я, мы там были компанией. Вот, точнее, мы были в Буковеле. И по возвращению из Буковеля в Киев мы сразу же сделали проверки. Ну, так, чтобы у нас было время, как говорится, выждать, как это называется, удаленку, да, или как это называется. Вот. И можно было бы уехать обратно в Израиль. Так мы сразу по приезду в Киев быстренько сделали проверки. И оказалось, что все 4, нас было 4, все 4 заболели коронавирусом. Ну, что я вам скажу? Нас было 4, нам было весело. Мы так могли болеть еще и долго. Вот, но все люди серьезные. Говорят, нужно и честь знать, пора домой ехать. И так жены отпустили нас на 2 недели. Ну, я на 2. Я был 3 недели. А друзья подъехали потом на недельку. Вот. Я с ним встретился уже там, во Львове, и оттуда поехали в Буковель. Вот. А так вообще мы приехали, и да, вот, коронавирус, видимо, омикрон. Так, вот, улыбку. Так, я с трудом вижу, что вы читаете. Так, ссылку я дал, если кто-то хочет присоединиться, можно присоединиться. Алла, кстати, вы спрашивали, через какую программу я делаю стримы. Я делаю стрим через StreamYard. Вот эта ссылка, которую я сейчас поставил, вот, я ее сейчас еще раз дам, чтобы она была ближе, а то она убежала. Вот, и через эту ссылку вас переводит на другой, ну, открывается другое окно, на другой сайт, и оттуда нужно подтвердить, что вы разрешаете использование камеры, использование такого микрофона, и можно выйти в прямой эфир. Вот. Это не то же самое, что было, что YouTube сделал, да, потому что сегодня YouTube сделал такую программу, намного проще, конечно, это. Вот, и посылаете ссылку именно тому, кому вы хотите, и он выходит в эфир. А здесь я отправляю ссылку, и любой, кто хочет, может присоединиться, а я уже решаю, впускать его в эфир или нет. То есть у меня в любом случае есть, ну, я управляю тем, кто заходит, кто не заходит. Вот. Так, бульончик варится. Ложка большая ложка. Так, и здесь. Вот видите, здесь кастрюля шире, но ниже. И
Здесь она начинает кипеть как-то быстрее. Странно, да? А здесь она уже, но глубже. И вот она еще не закипает, хотя обе кастрюли включил в одно и то же время. Вот так вот. Так, зажарка наша. Добавим немножко соли. Проверим ее сначала. Сначала проверим. Можно. Можно солить спокойно. Можно солить спокойно. Вот. Сейчас мы немножко ее еще потушим. А потом добавим сливки. Так. Алла Ковальчук. Мирного вечера. Да, так, пани Герман, после войны приезжай в Киев, будет вам и пиво, и раки, и шашлыки. Ой, пани Зося, все, я услышал, я вас услышал. Я же это такого, меня, как говорится, долго ждать не нужно. Мне один раз говоришь, я уже, как говорится, я это уже помню. Так что я с удовольствием, тем более, что у меня еще есть незаконченные дела в Киеве, и возможно, что нужно будет даже в ближайшее время туда попасть. Посмотрим. Еще не знаю. Вот. Посмотрим, как у нас получится. Так, морковки у меня 2 остались. Так, с этим мы закончили. Сразу его убираем. Это убираем. Так. Все равно зажарка еще готовится. А мы быстренько это все сполоснем. Не люблю, когда стоит еще грязная посуда, потому что в конце из-за этой посуды не видно кухни. Вот. А тут же была, что там было, картошечка. Она чистенькая и жирная. Жирную посуду, конечно, лучше отправить в посудомойку, а эту можно и так. Полоснул, тем более, что они большие, просто занимают место. Так, здесь у меня варится, пора убавлять его. Здесь у меня чего-то даже как-то не хочет начинать вариться. Так, с этим мы закончили. С этим закончили. Давайте вас почитаю. Мне так нравится размер интерьер кухни Германа. Спасибо, спасибо. Мы ее сами планировали. Ну, точнее, мы немножко ее расширили. Стандарт. Не трогай, Талюль, не трогай, малыш. Я знаю, а если ты не будешь ее трогать, она не будет шататься. Вот, я же вижу здесь. Кухня у нас должна была быть в проекте, когда мы покупали квартиру, то кухня должна была быть вот без этого столика. И да, это должно было быть без этого островка. Должна была быть вот так вот, и здесь должна была заканчиваться. Вот здесь должна была заканчиваться. Здесь была стена. Вот. А здесь у нас была такая маленькая комната, как бы маленький детский салон, знаете, такого маленькая комната для игр, ну, не знаю, типа детская такая. Вот. Так мы ее сначала такого раскрыли и сделали уголок, как детский уголок там. Поставили там такого, там и детские игры, там компьютерные, все это такого, и там доска, когда они учатся, они любят писать на доске большой, выписывать. Вот. И, короче, такого. А потом застроили все это. Если вы видели, у меня еще год назад вот этого всего не было. Вот этого вот белых шкафов не было. Шкафы были вот до сих пор. А это мы добавили. И вот это мы все добавили. Вот. И как бы открыли ее немного. Ну, не то, что открыли, а сделали ее более вместительной. Более вместительной. Больше можно... Как это называется? Да, засунуть вещи. Вот дочка поправляет меня, как нужно правильно говорить на русском языке.
Да, ну, короче, больше такого шкафов. Вот. Так, зажарка у нас почти готовая. Хочу еще, чтобы она немножко поджарилась. Вот здесь тоже начинает уже вариться. Здесь уже варится. Это хорошо, потому что нам нужно, чтобы картошечка наша сварилась. Вот. То если картошечка... Картошка – это наш показатель. Вот если картошка сварилась, значит, в принципе, уже можно подавать на стол. Опять я его сдернул. Опять я его сдернул. Так, вот так вот пробую каждый раз. И выключается. Вот так вот. Так, давайте почитаю, что вы там пишете. Что я не вижу ни вас, ни себя. Я опоздала, не пойму, что он там. Что ж такое? Я готовлю рыбный суп. Рыбный суп со сливками. Вот. Если вы опоздали и не знаете, что я готовлю, так вот, у нас сегодня рыбный суп. Я давно хотел приготовить рыбный суп. Но никак не такого, как-то руки не доходили. То дома не очень любят рыбу, если честно. Вот. Поэтому, когда я сказал рыбный суп, мне сказали, давай, ты потом для себя приготовишь, потому что мы как-то не очень. Вот. И я сегодня готовлю, я поехал, купил семгу. Вот. Ну, семга идет на там филе, мы делаем делать малосольную ее, а именно суповой набор, он выходит очень дешево. То есть, если покупать отдельно суповой набор, вот, то получается очень так дешево, в принципе. И я положил туда голову, такого хребет. Вот, и у меня получился очень даже хороший наваристый бульон. Сейчас я его вам покажу, когда он... Видно его, нет? Нет, наверное, не видно. Не видно, потому что надпись стоит. Сейчас я ее беру. Вот. И будет видно. Видно? Ну, напишите, если видно. Если видно, напишите. Если не видно, но мы сейчас его немножко больше покажем. Так, окей, с этим мы закончили. Теперь я хочу вытащить рыбу, которая там была, вот эти кусочки, и посмотреть, что из нее можно использовать для, ну, чтобы потом обратно отправить в суп, добавить в бульон. Сейчас мы посмотрим. Так, сейчас мы посмотрим. Я думаю, что часть из нее можно будет использовать. Так, где мои щипчики? Щипчики. Трошки видно. Ну, трошки это уже хорошо. Сейчас я приближу больше. Вот. Но лучше видеть, конечно, это так окончательно, потому что если уйдете, то у вас останутся впечатления неприготовленного. Поэтому лучше, конечно, дождаться. Так, вот я вытаскиваю кусочки рыбки. Сейчас мы будем ее потрошить. Вот. А потом все это будет обратно добавляться в суп. Вот. Видите? Я сказал, что я бульон варил. Когда варил бульон, я положил рыбу, да, то, что это суповой набор рыбы, точнее. Вот. И положил туда лук, перец горошковый, английский перец я положил, вот, лавровый лист, морковка, лук и сельдерей. Стебли сельдерея я тоже положил туда. Вот. Мне советовали использовать не репчатый лук, а лук-порей. Но если честно, во-первых, у меня дома не было, а я сейчас не могу поехать, поэтому это первый вопрос. А второй вопрос, вторая причина, из-за чего я не использовал, из-за того, что я варил в афганском казане, я подумал, что если лук-порей положу, он все-таки нежнее лук-порей, я подумал, что если я положу лук-порей в афганский казан, что он может там раствориться, хотя в принципе нормально, растворился бы и растворился, это не страшно.
Так, это не страшно. Вот. Но у нас, в принципе, лука, парей не было. Ну, червоная рыба с душками. Да, правильно, суповой набор. Суповой набор. Так, теперь добавим сюда сливки. Добавим сливки. Здесь у меня сколько, 400? 200? Сколько здесь у меня? 250. 250 миллилитров. Сейчас мы посмотрим, сколько это у нас. Нам нужно, чтобы... У меня две пачки, это будет пол-литра. Вот, и они у меня разные. Они у меня одна 10%, вот, а вторая 15%. Вы выбираете сливки по вашему вкусу. У нас, в принципе, 15% сливки именно для готовки. Да? Это сливки именно для того, чтобы готовить. 15% у нас самые жирные. У нас нет выше 15%. Вообще у нас еда вся чуть ли не обезжиренная полностью. Так. Вот так вот. Вот. Сейчас мы его еще чуть-чуть здесь поджарим. Ну так, выварим чуть-чуть. Оно чуть-чуть загустеет, чуть-чуть. И можно будет его уже добавлять в наш супец. Так. Это выбросили. Так, читаю. Читаю. Бот. Это видели. Суп рыбный люблю, но без картошки. Вот. Я думал про это, картошка без картошки, вот, но потом решил, что я овощи вообще не буду класть туда. То есть у меня бульон варился на морковке, да, плюс морковка с луком здесь есть. А так, в принципе, получается только бульон. Потому что рыбы там, в принципе, нету. Что тут есть? Вот. Тут так, кусочки, которые будут плавать, и они больше такого. Вот. Поэтому я решил маленькую картошечку все-таки, порезать маленькими кубиками и все-таки добавить. Смотрите, я тут смотрю, что здесь можно потрошить, и пока я тут ничего такого не вижу. Вот. Косточками. Косточки нам в супе не нужны. Косточки в супе это опасно. Так, вот нормально. Опа. Все-таки шея побаливает. Я вот тут двигаюсь, делаю всякие такие движения. А не очень хорошо. Так, давайте смотреть. Все-таки правильно говорят, правила этикета, рыбу нужно есть руками. Так, хребет. Вот. Благо я готовлю для себя, поэтому вы меня извините. Вот. Это не ресторанное блюдо, это блюдо для себя, поэтому можно руками. Но, в принципе, можно одеть, конечно, и перчаточки, делать это более солидно. Но, да. Я просто хочу удостовериться, что у меня не попадет сюда никакая кость, потому что если косточка попадет, то это уже не стоит ничего, как говорится. Все старание на смарку. Вот. Ну, не стоит того, короче, если, не дай бог, кто-то из этого поранится. Так. Евгения, здравствуйте. Спасибо, что к нам присоединились. Вот. Мы готовим сегодня суп, рыбный суп со сливками. Вот. Если вы такой не знаете, то вот, записывайте рецепт. Бульончик у нас готовился в афганском казане. Вот. Готовился он час, потому что я хотел, чтобы он был такой наваристый. Вот. И, в принципе, он в афганском казане уже через полчаса, в принципе, уже был готов. Вот. Но так у нас бульончик, мы хотели, чтобы был наваристый.
Вот. Кстати, суповой набор, есть люди, которые в суповой набор кожу убирают. Вот. Я считаю, что кожа это хорошо, именно для бульона он дает такой вот под кожей есть такой жирок, и он очень так хорошо идет. Так, все, здесь я убираю, а то у меня... Так. Это мы убираем. Он у нас не должен подгорать. Вот видите, какой он? Вот. Вот, видно? Так. Что-то у нас тут немножко пачкает. Так. Зажарка у нас готовая. Этот супчик у нас, вот видите какой? О, такой бульончик. Видно? Видно. Я вижу, ну, я через камеру вижу. И здесь тоже уже начинает доходить. Давайте посмотрим, что с нашей картошечкой. Вот, она замечательная. Она у нас замечательная. Пускай продолжает вариться. А мы будем продолжать с рыбкой. Чистить рыбку. Так, эту рыбку мы потом отправим обратно в бульон. И у нас будет бульон еще вкуснее. Мне интересно, потому что будет еще и рыбка там. Так. Герман, готовьте. Так как удобнее вам. Вот. Да, вот видите, как мы готовим. Получается так, я когда готовлю, как бы, ну, мало говорю, и получается, что тишина в эфире. А тишина в эфире это плохо. Тишина в эфире это плохо. Вот. Так, вот такие кусочки хорошие такие. Главное, чтобы были без костей. Очень боюсь вот этого вот. Думал, может быть, почистить рыбу заранее, а потом думаю, ну а что, все равно бульон варится. Так я буду, пока бульон варится, я буду... Думаю, пока... Ну, что такое? Опять. Думаю, пока бульон будет вариться, как раз почищу рыбку. И мне есть чем заняться. Ну, Герман, а картошку вы будете кусочками? Не понял. Картошку вы приминаете или будете кусочками? Я вам скажу, здесь будет кусочками, вот, но вообще я люблю кремовые супы, Я вообще так, очень часто делаю суп и такого блендера все перематываю, делаю его в крем, такой крем-супы. Вот, но этот нет, этот будет такими кубиками будет, потому что, может быть, дети тоже поедят. И тогда, если захотят картошку, они могут ее поесть, не захотят, они смогут ее вытащить. То есть у них будут варианты, либо так сделать. Вот. А если я ее сразу растолчу внутри супа, ой, а что это у меня такое? Пропал кадр, странно. Вот оно. Самое это то, что вот желе вот это вот рыбное, не буду я отсюда его добавлять, потому что она уже свое в супе отдало. Вот. Ответил на вопрос. Надежда Серединенко. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Как там дела в Бершеве? Дожди у вас там еще не начались? Потому что обещали, что дождь пойдет на юг. Так, это я не буду. Надежда, для вас повторяю, мы сегодня готовим суп. Суп готовим из семги. У нас суп, вот, рыбный суп, но он будет с молочным соусом. У нас молочная заправка для... Так, Зося, отвечу вам, у нас
всю мою память летняя кухня. Детская мама, где мы готовила в доме, а это бабушка на кухне. Ясно. Окей. Вот оно. О, заработало. Я уже переживал, думаю, что же у нас тут вообще не это такого, не варится. Бульон есть, а картошечка не варится. Так, это мы убираем. Это мы убираем. Это мы смываем. И сразу же идем по второму кругу. Сразу же по второму кругу. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по второму кругу. Так, чтобы нам было просто удобнее со всем этим возиться. Так, хочу проверить на соль. На соль. Проверяем на соль. Ой, совсем не соленая. Совсем не соленая. Так, совсем не соленая. Значит, если совсем не соленая, пускаем туда минимум одну ложку. Потом будем проверять. Ложку. Даже сразу два добавил бы. Но лучше не добавить, чем перебавить. Так, Надежда, дожди были пару дней, был сильный ветер, сегодня потише, немного теплее. Завидую по хорошей вашей жене. По хорошему вашей жене, вкусно закончится, молодцы. Спасибо. Спасибо. Жена у меня не любит такого рыбные супчики. Я ей сказал, вот ты много что не любишь, пока я это не приготовлю. Я приготовлю, там потом уже будем решать. Так, можно еще соль. Можно еще соль. Можно еще соль. Так. О, вот сейчас нормально. Теперь проверяем здесь. Теперь проверяем здесь. Думаю, что здесь тоже соли вообще нету. Да. Так. Тоже делаем 2 ложки сразу. Так, Герман, все-таки для таких стримов нужен микрофон. Так я с микрофоном. Я с микрофоном. Или не слышно? Я знаю, вот именно для такого стрима я специально одел микрофончик, потому что знаю, что вот я двигаюсь, да, и так где-то поворачиваюсь, где-то это, так я вот одел микрофончик. А если плохо слышно, скажите. Да, Тали? О, хорошо. Хорошо. Так. Да, ты можешь возник. А Вольтера будет у меня такой застревать, если будет такого. Выйди на балкон, играйся там. Тоже вариант. Ты можешь мне помогать мне, если хочешь. Так, рыбку мы делаем. Держим. И такого раскручиваем. Что вы говорили? Как интересно. Герман перекладывает с ложки в ложку. Да, вот перекладывает с ложки в ложку. Это я увидел у Сталика Ханкшеева. Вот. И почему с ложки в ложку? То есть ложка, которая идет в рот, она не возвращается в кастрюлю. Вот. Это было интересно. Я увидел это у Сталика Ханкшеева и решил, почему бы нет. Интересное такое, такого. Очень даже так интересно. Вот. Так. Это там, это здесь.
Это хорошо, это все замечательно. Продолжаем с рыбкой. Продолжаем чистить рыбку. У нас видите уже сколько рыбки? Вот, видно? Да, вот она, хорошо видно. Вот сколько у нас рыбки. Вот сейчас я еще тут нашел еще такие кусочки хорошие, интересные. Я сейчас тоже. Так вот их. Вот. Будет у нас бульон еще и, ну, мякотью рыбы, или как это называется? Мясо рыбы, да, или как это? Как это правильно сказать? Что это? Мясо рыбы? Или мякоть рыбы? Или что это? Что говорят, мясо рыбы, да, или как это? Это, в принципе, не мясо. А что это дает? Это дает, во-первых, вы меня спрашиваете, Алла, если меня, то я думаю, что вот эти кусочки рыбы в супе будут есть вкуснее. Вот, если вы меня спросили. Я извиняюсь, что там в казане? Рыбный хребет. Да, да, да. В казане готовился, я бульон готовил отдельно. Я приготовил бульон рыбный, положил туда суповой набор, рыбный суповой набор. Там голова, голову я уже она вся разварилась. Голова была порезана пополам. Там была голова, и там был хребет. Хребет, голова, и плюс еще вот эти вот жировые прослойки, то, что есть, так, по бокам. По бокам на филе. Когда такую филейную часть раскрывают, то есть еще такие жировые вот эти вот прослойки. Их тоже сюда добавил. Вот. Из них я сделал, в казане сварил бульон. Потом бульон перелил вот в эти две кастрюльки. И сейчас в этих кастрюльках добавил туда именно картошку, порезал кусочками, и начал отваривать картошку. Вот как только картошка у нас, в принципе, будет уже так почти готова, мы добавим туда такого зажарку, которую мы сделали из лука и морковки, и со сливками. И все, у нас будет все готово. Вот, а сам бульон готовился в казане вместе с луком, морковкой, лавровым листом и стеблями сельдерея. Вот я правильно поняла. Я тоже часто покупаю такие наборы. Вот. Знаете, купить семгу и приготовить из нее суп, это, конечно, слишком дорогое удовольствие. Я считаю, это неправильно, потому что мясо, это то же самое, что мы не покупаем антрикот для того, чтобы сделать из него котлеты. Хотя один раз у меня теща сделала котлеты из антрикота. Она как-то не обратила внимания, и такого разморозила мясо, у меня был там антрикот замороженный. Вот, разморозила, говорит, слушай, такие котлеты получились хорошие. Я говорю, ну да. Но так что это такое, в принципе, есть мясо или там рыба, которая лучше идет идти либо на стейки делать их, либо сделать их на... Я делаю такую, я их, как это называется, либо я копчу, да, если я либо копчу, у меня есть рецепт, что я коптил, и у меня есть, что я их засаливаю, делаю такую малосольную ее. Вот, и в течение 2 дней в холодильнике она у меня готова, и это стоит намного дешевле и намного вкуснее, чем купить это в магазине. В магазине, конечно, она красиво может быть нарезана в магазине, а у меня красиво приготовлено. Поэтому так. Голова и хвост, голову проверяю, чтобы не очень была вырезана. Что значит не очень была вырезана? У нас голову чистят, жабры, естественно, вырезают все это, а потом голову прямо пополам, вдоль так, да, такого режут. Все, проверяем, что все чисто, все нормально, там нет никаких, там, не знаю, вот, ничего такого плохого нету, и все, и можно. Вот.
А вот это очень важно, чтобы косточки не попались, потому что когда косточка в супе, это очень опасно. Это очень опасно. Так, 17 человек у нас. Это приятно. Говядину Валентин приготовил, или как свое мнение. Валентин. Я не знаю, что такое Валентин. Я не знаю, что такое Валентин. А какая это говядина? Каюсь, не знаю. Не знаю. Ну, вот видите, есть вот такие вот термины, которые я не знаю. Может, это блюдо какое-то, а может, какой-то такой термин, не знаю, честно. Так, что у меня тут есть еще? У меня тут есть еще кусочек. Да, тут тоже нет, больше костей. Ой, страшно с костями, конечно. Так. Ну вот, ничего, нормально, можно будет разделить на две кастрюльки можно будет даже разделить. Так, однако картошечка долго варится. Да, маленькая, варится долго. Сейчас мы ее будем проверять, потому что я думаю, что она уже должна доходить до нужной нам кондиции. Так, секундочку. Секундочку. Конечно, в стриме намного ну, весь этот ролик с готовкой получается затянуто. То есть, если сделать просто ролик, то его можно, наверное, вместить в 5-7 минут, там, если показывать уже нарезкой со всем этим. А постараться можно и в 1 минуту все это сделать. Сегодня любителей смотреть коротких роликов намного больше. То есть им так, если это больше, чем 15-17 секунд, это уже неинтересно. Вот, им нужно, чтобы это было 5-7 секунд, не больше. Вот, ну, 15 секунд. Вот. У меня второй канал, и на каналы и возможно, что я готовил, возможно, я просто не знаю, возможно, я называю это по-другому. Вот, я из говядины готовлю разные стейки. Есть стейки синта, есть стейки филе, есть там антрикоты, есть пиканью я готовлю. Это, ой, блин, потом, как их называется сейчас, замечательно. Замечательно. Теперь давайте проверим картошечку. Картошечку. О, картошка уже хороша. Картошка уже хороша. Так, ну что, будем добавлять зажарку. Используем ложку. Вот она, моя большая ложка. Так. Вот. Вот. Знаете, такой цвет получился. И это я еще не добавлял специй. То есть тут специй вообще нет. Ну, соль и перец. Даже перца нету, тут только соль. Сейчас мы еще туда шафрана добавим чуть-чуть. Так, давайте теперь во вторую. Так. Смотрите, какой цвет. Все оригинально. Это вот все идет от морковки такой желтый. Красивый цвет. Ну и плюс молочный.
Так. Вот. Сюда можно, конечно, чесночка еще добавить, но я почему-то не добавил. Но я думаю, что можно чесночка тоже добавить. Ну, что скажете? Что скажете? Какие у вас комментарии? Я думаю, выглядит неплохо. Я думаю, что выглядит неплохо. Так. Так. А? Как вам цвет? Цвет видно? Так, режим энергоснабжения включен. Ага, понял. Ой. Сейчас я подойду. Совсем забыл. Совсем забыл. Ой, чуть-чуть не оставил стрим без электричества. Так. Совсем забыл, что его нужно подключить. Я компьютер убрал. Поставил рядом, чтобы я мог видеть его. Так, смотрим. Вернулся в кадр. Александр Скошный, здравствуйте, Сочи, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, у нас сегодня супчик. Причем супчик у нас сегодня рыбный со сливками. Посмотрите, какой у нас цвет. Ну это же просто обалденный цвет. Мне очень нравится. Если у вас есть свои какие-то комментарии, пишите. Юрий, добрый вечер. Здравствуйте, Юрий из Киева. Как у вас там дела в Киеве? Так. И никто не хочет. Дося прямо с кровью нежное тесто. А при чем тут тесто кровь, не понял? Вот у меня есть, вот сейчас у меня был ролик, я делал мясо. Почему-то у меня тут такой вышел из кадра. Почему? Так, давайте мы его включим тоже. То у нас тут был кадр такой хороший. Я тут тоже обращал внимание на этот смотрел. Как он называется? За чатом следил и так. А сейчас у меня чат исчез с одной стороны. Я уже чувствую, что мне где-то не хватает. То есть шея напрягается только в одной стороне, а не в обоих. Так. Казанчик убираем. Сейчас я хочу еще шафрана добавить. Я думаю, что шафран добавит, хотя цвет уже хороший, но я думаю, что шафран все-таки добавит свое такое. Сейчас мы чуть-чуть шафрана разведем. Опа, секунду. Включим. Пока почитаю вас. Юрий, Алла Ковальчук. Джанка, привет! Джамиля, привет. Джамиля, у нас супчик рыбный. Бери мужа, приезжай. Целых 2 кастрюли супчика. Смотри, целых 2 кастрюли. Вот. Так. Кого это? Алла, я знаю, но я люблю мясо с кровью. Все обычно наслаждаюсь, а я заказываю с кровью. Вы не любите мясо с кровью. Мясо с кровью, а я люблю мясо с кровью. Но опять же, у меня мама не любит мясо с кровью. У меня мама говорит, возьми мясо, говорит, убей его, потом убей его еще раз, а потом 3-й раз убей, и только тогда принеси его. То есть она любит, когда прожарка очень такое. А я люблю, когда мясо сочное. То есть это даже не кровь, это сок. Вот. Когда мясо готовится, когда оно правильно готовится,
Это что правильно готовят. Есть, конечно, есть прожарка рэр, есть прожарка такая, что там мясо, говорится, погрели на 3 секунды, обожгли, знаете, дотронулся до мангала, обжегся и убрал. Все, оно готово. Так, с 2 сторон сделал, и можно готовить. Вот. Так, вот, работает. Так, ну такой суп надо с каким вином? Такой суп, я думаю, нужно с белым вином. Ну, потому что, не знаю, он белый суп. Я думаю, наверное, с белым вином. Теперь будем массу. Опа, нашел. Видите? Нашел. Так, добавляем мяско, рыбку. Добавляем. Немножко сюда. Ой-ой-ой, опять нашел. Это нехорошо. Видите, говорил. Стал. Все равно упустил. Так. И это сюда добавим. Вот так. Ну, так. Мне нравится сказать, что это шедевр. Ну, если я это скажу шедевр, то это будет, конечно, наверное, слишком такое. Не такое, но мне нравится. Мне очень нравится, как оно выглядит, как оно пахнет. По-моему, очень даже интересно. Так. А вы что скажете? Сейчас самое время читать ваши комментарии. Пишите, я буду их читать. Так. Все похоже, я тоже вроде бы тщательно выбираю, и все равно находятся косточки. Да, вот как-то, видите, даже уже пальчик. Принеси сюда, я посмотрю. По-моему, да, по-моему, оно с ликером, по-моему. Ну, это надо читать. Шоколадный концерт ассорти. Нет, можно. Максимум будешь пьяная. Нормально. Можно. Так, что я хотел сказать? Так. Так, чтобы нравилось повар. Все похоже вроде так тщательно, да, каким вином надо есть соленую киту. Соленую рыбку надо с пивом, как по мне. Может, я не прав. Но соленую рыбку нужно с пивом. Вообще к рыбе хорошо идет, по мне, я рыбу предпочитаю с белым вином. Вообще рыбу предпочитаю с белым вином. Я думаю, что красное вино, оно идет хорошо к мясу. Вот. Но, опять же, на вкус и цвет друзей нет. Как говорится, то, что нравится мне, не обязательно должно нравиться вам. Вот. Шафран. Шафран на вес золота. У меня шафран. Вот. Сейчас мы его будем разводить чуть-чуть. Чуть-чуть будем его разводить. Так. Так. Вот. Сейчас там покажу шафранчик. Видите, как продается шафран? И теперь на вес золота. Видно? Видно. Вот. Там добавляется буквально пару таких вот 5 веточек, ну, что-то в этом роде. Вот. Все это размешивается. Вот, дается немножко настояться. И добавим в кастрюльку. А потом посмотрим, один будет шафран, а второй будет без шафрана. Как говорится, знаете, говорят, это плов – это еда бедняков. Плов – еда бедняков, пока не добавляешь туда шафран. Только добавляешь туда шафран, то уже становится едой царей. Вот. Так.
По мне наш супчик готов. По мне наш супчик готов. Сейчас мы немножко укропчика туда. Немножко укропчика туда. Без таких больших стебельков, именно мелкие. А большие стебельки у нас пойдут на разные соусы. Там такого для цвета я их добавляю тоже, когда делаю, даже когда делаю, ну, укроп не идет в это такого, в чимичурри, но все остальное можно, конечно, сделать. Так, ну что, снимаем пробу. Вот видите, как шафран расходится. Так. Ну, вы готовы для пробы? Я люблю супчики. Я тоже люблю супчики. Я очень люблю супчики. Давайте тарелочку. Тарелочку. И половничек. И половничек. Красивый кадр. Тут у нас грязь. Так. Так. Так, у меня же дыхание так замирает. Так. Вот. И сюда укропчика. По-моему, красиво. По-моему, ну, вот так хорошо. Хорошо вот так вот? Нет, там далеко, вот. Вот так вот. Вот так вот. Не понял я? Вот она, да. Вот. А? Ну, жду ваши комментарии. Жду ваши комментарии. А я буду пробовать. Где моя ложка? Вот, рыбка тут чуть-чуть. Вот тут чуть-чуть есть. Можно соль добавить. Но это уже каждый будет сам себе добавлять, потому что я думаю, что кто-то любит соль больше, кто-то любит меньше, поэтому я думаю, вот так вот хватит. Чесночок можно было добавить. Да, вот я смотрю, я сейчас чеснок не добавил, а можно было бы его добавить. Все, я вырубаю, я выключаю. Супчик у нас готовый. Так. Татьяна. Спасибо, Татьяна, спасибо, красота. Да. Спасибо. Ну, что вам скажу, друзья. Я сажусь кушать. Пока горячо, можете приезжать. Пока горячо. Потом гореть уже не буду. Джамиля, тебя тоже касается. Пока горячо, приезжайте. Так. Тали, хочешь супчик?
Давай чуть-чуть маленькую тебе сделаю, маленькую, давай, маленькую, маленькую. Не попробуешь, не узнаешь. Это маленькая, нету меньше. Вот это вот, так это то же самое. Она просто кажется, что она маленькая. Давай. С картошечкой. Без картошечки просто сделать. Только бульон. Вот видите, почему картошечка у меня не помятая, не подавленная. Вот, 2 половника маленьких. Все. На. Хочешь такого зелень немножко покрошу сюда? Зелень? Нет, зелень? Вот так вот? Ну на. Так, друзья, давайте буду читать. Так. Я знаю, что вкусный. Спасибо, Герман подарил. Что-то потерялся. Подарил нам свое время. Это вы мне подарили свое время. Что вы... Привет. Солдатка пришла. Это вы подарили мне свое время, что вы уделили свое время мне. Вот, осторожно. Не видно там, Салют, не видно. Да, видно. Вот, это вам большое спасибо, что вы уделили мне свое время. Вот, и пришли поддержать, провести со мной вот этот вот, сколько тут, час и 15 минут. Час и 16 минут. Вот, большое вам спасибо. Надеюсь, что вам понравился. Рецепт я потом напишу. В принципе, он очень простой, да, тут просто бульон, куриный бульон, выбирайте. Далее, выбирайте бы суповой набор из любой рыбы, которая вам нравится. Я использовал красную рыбу, семгу. Бульон готовил в афганском казане, вы можете приготовить в любой кастрюле. Наваристый бульон, главное, чтобы он был все наваристый. Используйте жировые прослойки рыбы, сам бульон будет наваристый. Я не положил чеснок, но думаю, что чесночка мне не хватает. Я буду выдавливать сюда чеснок, наверное, вот свежий буду прям выдавливать. Поэтому чеснок тоже можно было добавить. Мне советовали именно в рыбе бульон использовать не репчатый лук, а лук-порей. Я не использовал, потому что у меня его не было, и я не мог поехать купить, потому что я не езжу сейчас за рулем некоторое время. Поэтому у меня без лука-порей. А вы попробуйте, напишите, как у вас это получилось. Из специй у меня здесь только соль и перец. В самом конце добавил чуть-чуть шафрана, только в этой кастрюле шафран. В этой кастрюле шафрана нет, посмотрите на их цвет. Цвет идет за счет моркови. Зажарка была с луком и морковью. И лук-морковь и сливки. Сливки у меня пол-литра сливок, то есть примерно 250 на каждую кастрюлю. Сливки 10% и 15%. Выбирайте те сливки, которые нравятся вам. У нас просто жирнее нету. Ложку. На, хочешь такую ложку? Пожалуйста. Вот. Ну, наверное, все по рецепту. Еще раз всем большое-большое спасибо. Алла, Рус, большое спасибо. Евгения, большое спасибо. Зося, большое спасибо. Юрий, спасибо. Галина, здравствуйте, не видел вас до этого. Евгения, кажется, я вас видел, здоровался. Если нет, еще раз здороваюсь. Юрий, Феликс, кого я там еще пропустил? Александр, Лена, добрый вечер. Не видел вас до этого, видимо, вот пока готовил, не видел. Большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы присоединились. Мне это очень приятно. Ставьте лайки, если это понравилось. Не понравилось, все равно ставьте лайки и напишите, что не понравилось. А я это ставлю в следующем ролике. Может. А может быть, я такой. Ну что делать. Вот. Пишите свои комментарии, я их обязательно читаю, обязательно отвечаю на все комментарии. Пока их не так много, так что я успеваю на все отвечать. Пользуйтесь моментом. Надежда Сергеенко, добрый вечер, тоже всем большое, Джамиля, всем большое-большое спасибо. Целую, обнимаю. С Новым годом продолжайте радоваться, веселиться и наслаждаться новогодними вечерами. Бай-бай.